Всем привет, меня зовут Аня, я Арми. Вот уже второе видео, которое я начинаю с фразы, что у меня залежалось что-то из купленного, и я до сих пор не открывала. Так и есть. Этот фотобук я заказала месяца 2 назад, и он лежал и ждал особого настроения. Наверное, так можно описать примерно все случаи, когда я покупаю что-то, оно приходит и просто лежит. Потому что мне кажется, что я должна быть правильно настроена для того, чтобы открыть что-то, что должно принести мне удовольствие. В общем, очень многослойное должно быть, которое сложно выполнить из-за количества условий. Но у нас как бы открытие этого фотобука будет приурочено к выходу альбома, пока до меня не дошли сами альбомы. Из этой серии фотофолио у меня есть уже 3, я их выложила сюда. И я покупала их по принципу, во-первых, купить фотофолио своих биосов, и обязательно OT7 я успела повредить обложку этого фотофолио, уронив фотобук на пол. Очень хрупкая обложка, из-за того, что она не гибкая, она просто потрескалась. Так что будьте аккуратны. Фотофолио Намджуна я купила, потому что мне безумно понравилась эстетика. Я видела уже несколько видео, где показывали содержимое. Я так одним глазком глянула, потому что мне нравится, что когда я открываю, есть элемент неизвестного, поэтому я не знаю целиком, что внутри. Но я заценила концепты и подумала, что у меня должен быть этот фотобук. К тому же он есть в продаже, в отличие от некоторых. Так что давайте откроем. Безумно эстетично. Я вот даже из-за обложки уже могу сказать, что у меня 0 сожалений. Чисто из-за обложки. Мне кажется, просто восхитительно. Этот белый костюм. Вообще подобрана цепь. Так он стоит под деревом. Это все настолько Намджуна. Вы, наверное, скорее всего, если в армии, то понимаете, о чем я говорю. Вот. Так. Пойдем так показывать. Вау. Я, если честно, не ожидала такой яркой страницы, но когда она здесь оказалась с этими нарисованными веснушками и подсолнухом, я такая, да, так и должно было быть. Не знаю, прям как-то очень тот эффект неожиданности, что из монохрома резко появился цвет, причем такой теплый. Очень мило. Джуну безумно идет. Кстати, когда вы смотрели на фотографию Намджуна в монохроме, могли ли вы догадаться, что цвет будет золото? Я почему-то представляла себе серебро. Как всегда, очень аккуратно с переплетом. Я немножко боюсь за него.
О, это тень, которую бросает челка на лицо. Очень трогательно. Я вот говорила себе, что этот фотобук будет последний, который я куплю из серии фотофолио, поскольку и так много релизов, и мне нужно выбирать, что я хочу коллекционировать. И я вот была уверена, что это последнее фотофолио, которое я куплю. Но каждый раз, когда я их открываю, они такие безумно красивые. Боже, эти подсолнухи, этот белый цвет, это небо. Я обожаю небо. И когда я в итоге смотрю купленное фотофолио, просматриваю их, мне очень хочется купить оставшиеся фотофолио других мемберов. Потому что я их не хочу, потому что, скорее всего, не догадываюсь, насколько там все красиво внутри. Если мы опускаем финансовую сторону вопроса, конечно же. Какой интересный пиджак. Вообще, как-то необычно, да, то, что веснушки ему нарисовали, вот этот sunburn, загар как бы. Но все это ему безумно идет. Я вообще очень люблю то, как он... его тон кожи, и они его только подчеркнули. Красота. Сирень. Это сирень? У вас есть такое, что сирень ассоциируется с СНГ? Наверное, несмотря на то, что я путешествовала и была в разных странах, наверное, потому что я нигде не видела сирени за пределами СНГ, поэтому мне кажется, что это что-то необычное, но вот Намджун, сирень. Entirety. О. Я думаю, все растения этого мира были созданы для того, чтобы однажды оказаться в одной фотосессии с Намджуном. Вот этот плющ, он должен гордиться тем, где побывал. О, такие простые полевые цветы. Вот эта вот сирень, которая растет просто на улице. Я не могу сказать, я не знаю, как это в Корее, в плане сирени. Может быть, ее выращивают нарочно. Так. Тут я уже увидела, как выглядит открытка. Карточка, но я все равно отложу все это дело пока что. Пока что мы смотрим фотобук. Господи. Так, вот мы проспойлерили вторую. Нужно было изначально, конечно, это все дело отложить, но как вышло, так вышло. Я в любом случае вот настолько поглощена тем, что смотрю на сам фотобук, на фотографии, что я как-то успела забыть, что внутри фотофолио должно быть какое-то содержимое, помимо самих фотографий в буке. Но вот у нас новый концепт начался, тоже монохромный, как начинался первый с монохрома. Но что будет дальше? Так. О, как же ему идет. RM. Не знаю, почему меня смешит, что эти буквы написаны на двух разных страницах. Моно. О! Да, здесь тоже написано моно. Я, честно, мало знаю что про эти концепты, потому что, как я уже рассказывала в первом видео, у меня началось все
с J-Hope в 2022 году, и я пропустила, когда активно рассказывали про фотофолио. Они как раз уже выходили, но я не знаю подробностей. И вот моя первая догадка, что вот этот концепт, он связан с его микстейпом Моно, а подсолнуховый концепт связан с его альбомом Индиго. Его Dragon Eyes просто... Скажите, вот вам тоже хочется смотреть в глаза Намджуну 10 часов, не моргая? SEO компании. Истинный SEO Хайба. Я в шутку, конечно же. Как мы все, наверное, понимаем из контента последнего от Намджуна, Намджун не в таком уж и восторге от ответственности, которая на него падает, и представляет себя обычным парнем, который просто хочет делать музыку, потому что его душа велит ему, что нужно делать музыку. I'm all here for it. Как говорится, if he has no fan, I'm dead. Yeah. У меня какая-то особенная любовь к смазанным фотографиям. Я вечно люблю выбирать смазанные фоточки. Вы знаете, этот вайб ВКонтакте 2013-15, когда смазанные фоточки на аватарках. Возможно, такого вайба не было, возможно, только у моих аватарок был такой вайб. Но для меня это все равно связано с таким началом десятых. Так. О, немножко пощупала губы Намджуна. Простите мне это. Так. О! Он стал цветным. И здесь более приглушенные цвета, чем версии с подсолнухом. И поэтому моя теория с моно индиго немножко сдвигается. Я присуждаю звание индиго этому концепту. Да. И знаете, я, конечно, потом проверю, что написано в интернете, но тут как бы без каких-либо сомнений это индиго. А самое первое, это, походу, его самый первый микстейп. Такой живой, естественный, сырой, raw. Интересно, что появляются такие желтые оттенки. О, вау. Так. Я заметила в первом видео, что я постоянно говорю так, когда я его редактировала. Моя цель — добиться того, чтобы видео, которое я записываю, пришлось как можно менее редактировать. И теперь я постараюсь контролировать количество так. Когда я училась в школе, у нас была учительница, которая постоянно говорила слово «так» на уроке, и ее никто не слушал. В какой-то момент, чтобы как-то справиться с количеством «так», мы начали развлекаться на уроках тем, что считали количество раз, когда она говорила «так», где мы спустя столько лет, я становлюсь ею. Боже, эта рубашка. Все живы? Я не уверена насчет себя. Fish Eye. Это называется Fish Eye. Подскажите. Он вышел из клипа That. Все это время, пока Юнги там танцевал, Намджун сидел за этим столиком и ожидал его. Он выходит в дверь, за которой непонятно что. Да, очень понятный концепт. Просто автобиографичный.
Безумно красивый фотобук. Итак, сейчас будем смотреть содержимое. Так, как бы мне это уложить? Пусть будет вот так. Так, что же нам тут ожидать? Конечно же, карточки. Пока что отложим. 2 закладочки. Ой, такие красивые. Скажите, вы используете такие закладки в реальных книгах или тоже копите их в биндере? Блин, очень красивые. Так, кусочек. С новым Джоном, он здесь такой 8-классник. Боже, как он... О, внимание, Намджун помолодел на 10 лет. Нет, какие 10? На 15 лет ради этой фотосессии. Подтверждено этой фотографией. Ей! Оу. Оу. Очень красиво, все концепты выложены последовательно в одном фрейме, так сказать. Так, дальше у нас плакат, который не поместится в кадр. Так, видим, что с одной стороны вот такой у нас Намджун, а с этой стороны ничего, поэтому можно даже не разворачивать. Но я разверну. Смотрим. Так, и с другой стороны Me, Myself and RM. Так, это мы пока что откладываем все вот сюда. Блин, вот этот Намджун, конечно, просто... Просто троюродный племянник моей тети. Что-то в таком духе, вот такой вайб. Закладочки. This is so Namjoon. Дать закладочки. Чтобы мы читали книжки. Так. А я и не помню, которые из них рандомные, но в любом случае мне обе кажутся безумно красивыми. Очень красивые карточки. Мне прямо так захотелось еще 2 оставшиеся купить. I'll take a guess. Мне кажется, что вот это, наверное, случайная, потому что она какая-то прям, я бы сказала, он такой элегантный, какой-то необычный на ней, а здесь он такой типичный Намджун. Думаю, что вот это постоянная, регулярка. Но я потом проверю. И теперь я покажу, как я это все укладываю в биндере. У меня один большой биндер на все, что не связано с сольниками на данный момент. И я покажу странички, которые у меня связаны с фотофолио. И, кстати, я мало вижу, чтобы люди так делали. То есть я храню в А4 биндере и А5 странички, и А4 странички, вообще все подряд. Тут у меня в основном альбомки, потом какие-то случайные карточки. В целом я, наверное, рано или поздно разделю этот биндер на несколько. А сейчас пока что долистаем до страничек фотофолио, где я вот храню их вот так. И заодно давайте сразу начнем думать, как мне хранить содержимое. Сначала долистаю то, что у меня тут есть. Глазкинги. Vampire Jimin. Здесь у меня пустая штука, потому что я храню
раскладушку, какую раскладушку. В общем, вот эту штуку, которая как стенд, я сейчас храню на полке. И поэтому у меня здесь пустое место. Я его оставила, потому что я иногда меняю, только у меня все расположено на полках, и, возможно, я в итоге верну все на свое законное место. Так. Расскажите, что вы думаете насчет того, чтобы хранить опять А4 все вместе в одном биндере. Мне кажется, так комфортнее, потому что, конечно, было бы красивее, если бы все было в А4, но я видела только такой вариант, когда вручную вот эту перфорацию, или как это называется, проделывают для того, чтобы границы расставить под содержимое. Потому что, очевидно, листов под все, что бывает в наполнении релизов, не существует под все виды наполнения. И вот у меня постер. Так, значит, давайте долистаем обратно до сольных фотофолио, чтобы посмотреть, как я обычно это все делаю. Давайте до Юнги. Один такой лист у меня под постер. У Намджуна тоже есть постер. Посмотрим, как он у нас. Ну, я так думаю, что вот это тоже мы вывернем. Кому больно смотреть, отвернитесь. И оно у нас тоже будет вот так, отдельной страничкой. Дальше. Дальше у нас всякая мелочь и открытка и марки. Открытка и марки у нас будут в такой двойной страничке, как обычно. А это все добро сейчас мы подумаем. Думаю, как-то так. И тут скорее четверной лист напрашивается, но у меня на данный момент нет четверного, как под 4 карты. Поэтому я думаю, что будет нормально, если мы возьмем точно такой же, как и для Юнги с Чимином. Каждый раз задумываюсь, как лучше их, в каком порядке паковать. Блин, я опять принесла больше, чем надо. Ладно. Так, и тут произошло такое озарение, что закладки, они сильно больше, чем карты. Поэтому на самом деле я пока смотрела, какие у меня есть листы. У меня есть обычный такой китайский лист на 4 штуки, 4 карточки, но эти закладки, они великоваты для него, и они будут немножко выглядывать. В принципе, это, конечно, не проблема, но я просто слишком люблю вот эти листы. Они плотные, красивые, и они не будут выбиваться из общего стиля моего биндера, который, конечно, довольно разношерстный. Не то чтобы сказать, что он в одном стиле, но все-таки какая-то логика оформления немножечко у меня в нем есть, и я буду ее придерживаться. Поэтому сейчас мы сделаем следующее. Здесь не хватает одного отверстия. Здесь. Так, у меня такая шайтан-машина. Оп. Вот у нас новое отверстие. И сейчас будем укладывать все. Ну вот мне нравится, как выглядит разворот, когда все вокруг в одном стиле, из одного фотофолио.
и по центру всякая мелочь из содержимого. Сделаем то же самое для Намджуна. Тут, конечно, появляются развороты ни с чем, с выглядывающим Юнги, но я в целом довольна таким решением. Так, а зачем я в эту сторону мотаю? Давайте мы Намджуна поместим самым первым. Ким Намджун, ты сюда будешь рядом с ручкой Юнги. Вот у меня есть эти 2 листа. Не обращайте внимания на этот странный лист, Deco Kit и Proof, и все вместе, и все в кашу. Это с тех времен, когда я думала, что мое увлечение быстро остановится, что я куплю только пару карточек, которые мне нравятся, и вовсе не буду коллекционировать все карты альбомов. Но теперь мы в другой точке находимся, где это уже не актуальная мысль. Так, и вот сюда мы поместим маленький лист. Все. Теперь здесь у нас будет Намджун. Так вот. Здесь у нас будут эти фоточки. И это у нас место для карточек. Вообще говоря, вот эти кармашки, они двусторонние. Это призм Platinum. Можно, в принципе, закладочки с другой стороны поместить. Но можно и сюда. Можно как-то вот так просто в кучку. Можно так, но они будут выглядывать. Мне, честно говоря, ближе мысль просто закинуть их сюда. Что будет? Вот я думаю, они как-то сами по себе организовались. Конечно, они будут двигаться, когда листаешь странички. Можно еще попробовать их приклеить маленьким кусочком скотча двустороннего. Но пока что я не буду этого делать. Вот и все. На этом мы заканчиваем нашу распаковочку. Как я буду это хранить? Я периодически меняю оформление полок. Сейчас у меня есть 2 полочки, на которых лежит... Ну, они оформлены так в честь фотофолио Юнги и D-Day. Вторая в честь Чимина и Face. А все остальное я храню пока что на данный момент в боксе, который шел вместе со всем этим делом. Кстати, бокс очень странно закрывается. Я научилась его закрывать, воспользовавшись советом каким-то совершенно безумным с одного видео распаковки на ютубе. Мне рекомендовали внутрь положить книги, закрыть, поставить на сторону, где магниты не держат, и чтобы оно постояло вот сутки хотя бы. И знаете что? Через сутки оно все достаточно хорошо сложилось, и теперь у меня нормально запирается этот бокс. Поэтому оставшиеся фотофолио я храню в нем. Хотя хотелось бы, конечно, иметь пластиковый кейс. Но пока что у меня его нету, и на B-версии я уже его не заказала, когда он был в подарок к всему сету. Если я увижу хорошую реплику не за миллион денег, я с удовольствием приобрету его. Всем пока. Может быть, увидимся, может быть, нет. Вот и все. Скорее всего. В этот момент запись камеры прекратилась, потому что соседский ребенок подключился через Bluetooth к моему телефону. Я хотела сказать, скорее всего, увидимся. Всем пока.